I wanted to just briefly tell the story of how this film came to be made. Я очень коротенько хочу вам рассказать, как мы создавали этот фильм, как мы его делали. So about 5 or 6 years ago, I brought B&S Iyengar from Mysore to my school in Oklahoma. 5-6 лет назад я привез Б&С Айенгара из Майсора в Оклахому, в свою студию йоги. And during that time, I started to ask him, could we make a film about you? Could we document your philosophy with video? И тогда я начал его спрашивать, можно ли снять про него фильм и запечатлеть его философию, его учение на видео. So he said no. Сказал нет. I continued to ask every so often over the next 3 years. И я начала ему так тихонечко на мозги капать, каждое там некоторое время, в течение 3 лет задавала ему один и тот же вопрос, просила его об одном и том же. And then on the year of his 90th birthday, I was able to convince him that he should tell his philosophy and we should record it on video so that everyone could hear him. И наконец-то в год, когда Б&С Айенгару исполнилось 90 лет, я убедил его в том, что мы все-таки должны снять этот фильм и поделиться, так сказать, с массами его знаниями. So I was very excited, and I got 4 of my longtime friends and students together, and we bought plane tickets, and we bought some camera equipment, and we got ready to go to India. And then I called him up, and he changed his mind and said, no, again, no, I don't want to do it. И, в общем, я очень обрадовался, собрал команду из 4 своих друзей, учеников, мы купили оборудование, специальное видеооборудование, и уже купили билеты на самолет, собрались ехать, лететь в Индию, и тут я позвонил Айенгару, он сказал, что нет, передумал. He's really always been about no self-promotion, no advertisement, no reaching out for anything like that, no fame. Он очень трепетно относился к тому, чтобы себя не рекламировать, никак себя не пиарить, и не очень хотел славы, известности. So my friends and I got together and we had a talk, and we decided that we would go to Mysore anyway and see what would happen, because he's 90 and we didn't know, of course, if we would see him again in this life. И, в общем, мы с друзьями сели, обсудили вопрос и решили все-таки поехать в Майсор и посмотреть, что же из этой поездки получится. Потому что все-таки учитель уже 90 лет, и мы не знали, будет ли еще у нас возможность снять это видео и встретиться ли с ним еще в этой жизни. So, because he had said no, we started to ask about other people to interview and other ideas for some kind of documentary, and our idea became more broad. И так как учитель изначально сказал нет на нашу идею, на наш запрос, тогда мы начали искать, у кого же еще можно взять интервью в Майсоре, чтобы снять этот документальный фильм. И так идея вот этого видео стала более обширной. So we got very lucky, and we went to the house of the principal of the Maharaja's Sanskrit College, whose name is Basham Iyengar. Нам очень повезло, мы пошли к директору санскритского колледжа в Майсоре. And he was doing a puja. He wasn't so much like a professor with a white shirt. He was like a sadhu with orange clothes. И он был скорее садху, он был не профессором белой рубашечки, а он был в оранжевых одеждах и выполнял пуджу. So he called me up. It was very crowded, but he called me up to put ghee on the fire. And when I put the ghee on the fire, this small Naga deity moved in a bowl of water. И было много народу на этой пудже, но он вызвал именно меня, чтобы я положил ghee в огонь. И когда я положил ghee в огонь, то маленькая фигурка божества, которая была в воде, она сдвинулась с места. So when the deity moved, he clapped his chest and he said something in Sanskrit, and that was it. We were given access to all of the archives, all of the professors, all of the libraries of the Maharaja's Sanskrit College.
И из-за того, что это произошло, из-за того, что это подвинулось, там как-то пошевелилась эта фигурка божества, он себя ударил по груди, сказал что-то на санскрите и сказал, что нам открыт доступ во все библиотеки, ко всем данным, ко всем текстам, все, что нам нужно, все нам будет позволено увидеть. And then, because the vibe with these Sanskrit professors was just super good, and somehow our questions were questions that they wanted to talk about, and one heard about us and then another, and then we were invited to Melkote to speak to one of the fathers of the Sanskrit professors, and one thing and then the other happened, and we were able to really talk to some very knowledgeable people. И получилось очень интересно, у нас сложился очень хороший контакт с этими преподавателями санскрита, которые работали в институте. Им очень нравились наши вопросы, они очень охотно отвечали и постепенно о нас рассказывали другим людям. То есть у нас сложилась такая очень интересная программа, как-то события сами собой складывались, и нам удавались очень интересные интервью. So, and also by luck, we were able to speak with the Queen of Mysore, and the royal family of Mysore. They are actually responsible for this yoga that happened in their community. И нам очень-очень повезло, нам удалось поговорить с королевой Майсора, и благодаря королевской семье в Майсоре именно вот так процветает йога и разрастается йогическое сообщество, благодаря их покровительству. So, a lot of Western scholars from different countries have written books and made documentaries about yoga in Mysore. But this is the first time that the community of Mysore themselves were invited to speak about yoga in their community. И про Майсор, конечно, западными людьми, западными практиками было написано много книг, было взято много интервью, но в нашем случае именно представители вот этого майсорского сообщества наконец-то получили возможность высказаться тоже. So we asked about all the things that we had always been curious about. Before this film, I had never interviewed anyone in my life. I had never made any movies. I have no experience with film, but somehow it just needed to happen, and it came out, I think, pretty well. И мы задавали вопросы, именно те, которые нас волновали, те, которые нам было любопытно задать. И я могу сказать, что до этого я не брал ни у кого интервью, я никогда не снимал никакие фильмы, и на мой взгляд, так как это был первый опыт, это просто должно было случиться, и мне кажется, результат очень хороший. So, thank you for coming. I hope you enjoy. No, not maybe. 2016, I filmed it. В 2016 фильм был как бы записан, да, но потом же там масса работы перед тем, как его выпустить можно. Поэтому видео было снято в 2016 году. And then I spent a little more, 1.5 years, one year and 3 months or so, just listening again and again. I had 33 hours or so of footage, and У меня было где-то 33 часа видео, и у меня ушло где-то полтора, год и 3 месяца на то, чтобы все это просмотреть, послушать, выделить, что важно, да, и уже этот фильм, как это смонтировать, да. Одна из задач этого фильма была показать, что на самом деле аштанга-йога – это маленькая частичка всех тех знаний о йоге и тех разных направлений, которые есть в Майсоре. И я всегда всем рекомендую ехать в Майсор. Если вы захотите туда поехать, я вам дам контакты и других парампар, да, которые не связаны с асанами. И единственное, что должно вами двигать, это ваш искренний интерес. And also, in February, we did Mysore Yoga Traditions Retreat. And we took a group of people from, I think, 12 different countries, and 12 or 15 different countries. And we had interviews and lectures by some of the Sanskrit scholars from the film, and some other ones also.
And it was a very, very beautiful event, and a lot of there's so much more that they can share actually. И в прошлом феврале мы ездили, у нас был такой ретрит по майсорской традиции йоги. У нас были ученики из 15 разных стран, мы все поехали в Майсор, и у нас были интервью, были какие-то выступления некоторых спикеров, которые были в этом фильме, и некоторых других. И было очень интересно, потому что огромное количество знаний, огромный пласт знаний, которыми они готовы поделиться. И эти знания, они в основном не связаны с практикой асан. Я, в общем, спросила, мне стало интересно, вообще БНС Ингар этот фильм-то посмотрел, и Эндрю говорит, что да, мы приехали в ноябре, и он к тому моменту еще фильм не посмотрел, поэтому мы его посадили, сели с ним вместе и посмотрели таки этот фильм. Он сказал, я его смотрел немножко, но звука нету в телевизоре, я так скоротила смотрю. He watched but without sound. Yeah, he's not good with technology. Well, after some time, he saw that I was able to interview the other people. And then one day I just came to him and said, Guruji, we want to interview you for an hour. It's okay? Yes, yes. And just very casual. And в общем, немножко хитростью, пошли. Гуруджи увидел, что мы брали интервью у других людей, то есть он знал, какую работу мы проделываем. И в какой-то момент мы пришли к нему и сказали спокойненько так, Гуруджи, а вот сейчас часик у вас интервью возьмем. Он сказал, да, хорошо. Но он сказал, можно только фото без видео. Мы тихонечко зашли, установили камеру, все установили, сняли видео, и он так ничего нам и не сказал, не запретил. And he gave a really nice interview, actually. И это было прекрасное интервью, очень приятно. Save, actually. Just a rough, maybe a rough number. I don't really have a rough number for you, but I know that the amount of ancient manuscripts which have been saved is very, very tiny compared to the amount of manuscripts which exist in India. Я не могу дать приблизительное процентное соотношение, но я могу сказать, что мизерное количество этих рукописей удалось сохранить. Соотношение всего, что есть в Индии, и я, если честно, не помню, это было в переведенной части или уже в той, которая не переведенная, но они говорили, не в переведенной, они говорили о том, что большое количество этих манускриптов, они на руках у людей хранятся в семьях, то есть не в институте, и люди не умеют за ними ухаживать, и очень часто не успевают, и не знают ценности того, что у них хранится. В этом проблема. Поэтому из всего, что есть в стране, конечно, мизерная часть сохранена и как-то переведена в цифру или во что-то. Меня, конечно, во время съемок этого фильма очень обеспокоила именно эта ситуация с текстами. И сейчас на Западе, конечно, все беспокоятся только об асанах, люди спорят, какая традиция более древняя, люди превращают йогу в бизнес и даже парампару превращают в способ зарабатывания денег. И с тех пор, как вышел этот фильм, на самом деле не было никаких серьезных пожертвований, то есть людям все равно на самом деле, то есть они готовы заниматься финансовым аспектом, но вопросом сохранения действительно этих знаний, которые исчезают бесследно, пропадают, всем все равно, никто этим не хочет заниматься и помогать не хотят. It is all of those. Nobody knows. For sure. There are somewhere between 10 and 25 million undeciphered manuscripts in India. It's estimated. And in order to decipher it, like he said, it takes somebody who can read the script, and those are in ancient scripts that very few scholars today can read. It takes knowledge of the domain. In other words, if you're reading about yoga, but you don't know anything about yoga, you can't translate it. So anyway, there are for sure many untranslated texts about yoga.
В общем, вопрос был на тему того, если сейчас существует ли классификация даже тех текстов, которые не переведены, не классифицированы ли они в какие-то группы. И Эндрю говорит, что сейчас существует где-то от 10 до 12 миллионов нерасшифрованных текстов. То есть проблема в чем? Что их, во-первых, нужно расшифровать, а как в фильме говорилось, тоже, возможно, в непереведенной части, что иногда они на разных языках, иногда на каких-то разных диалектах. То есть должны быть люди, которые владеют знанием по переводу, а во-вторых, человек должен быть в теме. То есть он может читать манускрипт по йоге, но он должен понимать, о чем вообще речь идет. Да, то есть он должен реально... В фильме было видно, там честь Нахана, да. Да, и в фильме говорили о том, что диалектов очень много, и иногда это какие-то, да, вообще отдаленные или старые, древние диалекты. Вот, поэтому проблема не только в том, чтобы перевести, проблема в том, чтобы понять вообще, о чем речь и в какую категорию это отнести. Поэтому нет, сейчас классификации такой нету, и непереведенных манускриптов очень много. But the manuscripts are about everything: mathematics, science, geometry, all kinds of literature, Ayurveda, medicine, many things. Но эти манускрипты, они по совершенно разным темам, да, и наука, и там геометрия какая-то, не знаю, там, как Мила говорила, строительство, да, аюрведа, литература, то есть обо всем. I give it to Alwar. He's the guy with the very big, thick hands. Alwar and Tadachar are father and son. Tadachar is with the red cloak, who spoke the very last, philosophy. Yeah. And you can give it to me, and I will give it to them. Говорит, либо можете мне деньги перевести, я переведу им, либо говорит, вот у меня 2 человека, которым я перевожу. Вот один, который этот в красном. Да, вот либо говорит ему, либо его сыну. Он основатель. The money goes directly to the people who are actually sitting and working. It's not It's not so many people. stolen, yeah. Да, и там нет коррупции в этом институте. Деньги напрямую идут людям, которые занимаются работой, которые делают эту работу. Очень интересный вопрос был от Майкла. Почему, говорит, они просто не сфотографируют это все, вместо того, чтобы сначала расшифровывать текст, да, потом его записывать, сфотографировать все, пока оно не рассыпалось, да, а потом уже разбираться, переводить и так далее. А Майкл говорит, что проблема в том, что очень быстро современные технологии сменяются. То есть они начинали на дискетах, потом раз через пару лет уже никто дискетами не пользуется, пользуются дисками. Все это перевели на диски. Теперь уже и диски уходят, да, и они сейчас пытаются сообразить, какой же будет самый надежный способ хранения вот этой информации, потому что как бы у них все не быстро происходит, и для них вот эта вот смена каждые там 2-3 года, для них это очень быстрая смена, очень частая смена технологий. Говорит, что сейчас они очень сильно полагаются на звуковую технологию, то есть на те технологии, которые трансформируют речь, да, речевой сигнал в письменный, то есть чтобы они начитывали содержание этих текстов, и компьютер уже автоматически звук переводил, в письмо. В общем, озадачены они вопросом, на какую же технологию им полагаться, потому что на данный момент они технологии не особо доверяют. И Эндрю именно у директора этого института изучает Натамуна Санпраджаю, текст, который, соответственно, породил традицию и современную традицию практики асан. И ему интересно именно из первоисточника и у таких квалифицированных людей это изучать.